Глава 1046. Убийство демона. Высший демон взмахнул своими расколотыми саблями и выпустил плотный поток черных полумесяцев размером с ладонь в направлении к Ханьле. Не обращая внимания на других культиваторов, его интересовал только он один. Это не было неожиданностью. Среди врагов, с которыми он столкнулся, Ханьли и Лин Импин было уничтожить легче всего, но святая бесконечного неба, Лин Импин была вместе с великим бессмертным Сюем. Конечно, высший демон сделал такой вывод, потому что у него никогда не было возможности сражаться с Ханьли в полную силу. При виде властной атаки демона Ханьли, сохраняя полное спокойствие, взмахнул рукавом. Маленький щит перед ним тут же увеличился в размерах, чтобы защитить его. Затем он взглянул на демона и вздохнул. Высший демон взглянул на выражение лица Ханьли издалека и удивленно остановился, но затем он сразу же почувствовал странное духовное давление под ним. Прежде чем он успел взглянуть вниз, он услышал удар, и силуэт, окутанный желтым светом, внезапно появился на земле в 10 метрах позади него. Вскоре фигура вскрикнула и взмахнула огромным серебряным топором в руках. Это была рогатая женщина Гуйлин, которая скрывалась под тем местом, где первоначально стоял Ханьли. Еще до того, как лезвие топора обрушилось на демона, страшное духовное давление топора сотрясло землю, в результате чего земля покрылась трещинами и разломами. Высший демон изменился в лице и не стал атаковать Ханьли. Он поспешно повернулся и скрестил мечи перед собой. Два плотных световых луча вырвались навстречу серебряному топору. В момент столкновения черный и серебряный свет переплелись между собой в яркой вспышке. Ударная волна ледяного и обжигающего воздуха пронеслась во всех направлениях. Черным световым клинкам удалось на мгновение остановить падение огромного топора, а затем они исчезли. Во время этой задержки высший демон сделал жест заклинания. Послышался треск костей, и его тело увеличилось в размерах. Его одежда разорвалась, обнажив гладкую броню из черных чешуек. Угольно-черная дьявольская ци покрывала его раны, в результате чего его тело быстро исцелялось. Повернувшись в воздухе, в его глазах мелькнуло зловещее сияние, и он глубоко вздохнул. Раскрыв пасть, он выпустил мощную ударную волну в топор. Когда она столкнулась с огромным серебряным топором, звук, казалось, стал твердым и не позволил топору продвинуться дальше. Затем демон произнес древнее заклинание, и черные чешуйки, покрывающие его тело, стали четче и зажглись плотным слоем темно-фиолетового пламени. Сердце Гуйлин дрогнуло при виде этого, и она отскочила назад. Громко вскрикнув, ее тело расширилось и покрылось слоем зеленой брони. Серебряный топор увеличился вместе с ней, сверкая блестящим сиянием. Она вырубилась с еще большей силой. Ее внезапный рост удивил демона. Хотя его собственная форма была больше ее, ему не оставалось ничего другого, кроме как прекратить заклинание и поднять клинки, чтобы встретить атаку топора. При ударе оба оружия выпустили оглушительный гул, сотрясая воздух вокруг них. Высший демон уже был готов к этой атаке и вовсе не пострадал. Скорее он использовал импульс атаки, чтобы быстрее отлететь назад. Но когда он отступил, на ее лице появилась насмешливая улыбка. Лазурная алебарда в одной из его рук загорелась черным пламенем, и он метнул ее в Гуйлин. Она метнулась на огромной скорости и в мгновение окударила в броню Гуйлин, сверкая ярким светом. Прежде чем высший демон остановился в воздухе, он уже начал новое заклинание, готовясь использовать еще более мощные техники. Одной алебарды было бы недостаточно, чтобы убить эту рогатую женщину. Но в этот момент произошло нечто совершенно неожиданное. Слабый черный свет загорелся в 3 метрах позади демона. Черный кристаллический клинок длиной в дюйм бесшумно появился в воздухе, а затем сверкнул и исчез без следа. У высшего демона появилось плохое предчувствие, и он сразу же ринулся прочь. Но прежде чем он успел даже попытаться сбежать, в одну из его голов вонзился клинок, и его духовное чутье пронзило агонией. Независимо от того, насколько мощным он был, внезапная атака остановила его движение. В это мгновение на шее одной из голов появилась едва различимая красная линия. Вскоре она упала на землю, выпустив фонтан крови. На некотором расстоянии Ханьли держал руки в странном жесте, и его лицо было бледным и истощенным. Боль в духовном чутье высшего демона была вызвана шипом запугивания души техники великого развития Ханьли, хотя это была упрощенная версия. Хотя он не культивировал последние несколько слоев техники великого развития, и ее сила была гораздо менее мощной, чем у шипа запугивания души, она оказывала мощное действие на любого, кто был застигнут врасплох. Таким образом, он назвал эту атаку духовным оглушающим шипом, чтобы отличать их. Хотя техника была намного слабее, от ее использования у Ханьли каждый раз кружилась голова. Оставшаяся голова высшего демона не верила произошедшему, и на лице у нее была боль и ярость.
Дьявольская ци вскоре полностью покрыла его тело. Как только дьявольская ци полностью покрыла его тело, он исчез из поля зрения. Через 16 метров произошла удивительная перемена. Внезапно появилось облако черной ци, за которым последовал искалеченный высший демон. Хотя потеря одной из его голов не убила его, это серьезно ранило его. В следующее мгновение Гуйлин обезглавила высшего демона топором, мгновенно остановив его побег. При виде этого все остальные были совершенно ошеломлены, все значительно отличалось от их первоначального плана. Они намеревались лишь отвлечь дьявола, чтобы выждать момент и телепортироваться отсюда. Мысль об убийстве демона даже не приходила им в голову. Но теперь, когда появилась такая отличная возможность, как изменится их план, по правде говоря, Хань Ли планировал с самого начала убить демона. Странный клинок, которым Хань Ли обезглавил демона, остальные культиваторы не смогли заметить. Внезапно все они задались вопросом, может ли то же самое случиться с ними, они чувствовали, как их сердца ушли в пятки. Но в любом случае высшему демону просто не повезло. Из-за того, что на него напало так много культиваторов, у него не было времени, чтобы использовать свои самые мощные техники. Как ни странно, он также был серьезно ранен. Если бы демон смог использовать свои тайные способности, он бы не оказался в таком состоянии за короткое время. Высший демон бросил ненавистный взгляд на Хань Ли в сторонке, а затем метнулся в сторону женщины в черном в порыве черной ци. В его нынешних условиях он не собирался рисковать жизнью ради продолжения битвы. У Хань Ли были другие планы, и на его лице появилась насмешка. Около высшего демона вспыхнул шар серебряного света, за которым последовало внезапное появление силуэта. Сильно напуганный, демон отпрянул и приготовился к худшему, покрыв себя слоями кипящей дьявольской ци. Но когда он встретился взглядом с недавно появившимся культиватором, его тело погрузилось в совершенно другой мир. Он ничего не чувствовал, кроме пары чарующих фиолетовых глаз. Чарующая техника. С духовным чутьем на уровне культиватора на пике поздней стадии зарождающейся души он смог быстро прийти в себя. Однако это было недостаточно быстро, потому что изумрудная полоска внезапно появилась перед ним в раскате грома. Он мог ясно видеть, как золотая молния вспыхнула рядом с ним. Божественная дьявольская молния. Закричал высший демон. Если бы он не был ранен, он был бы в состоянии справиться с этим, но сейчас у него не было сил противостоять такой атаке. Демон махнул рукой, и дьявольская ци сконцентрировалась перед ним. Мгновенно маленький черный щит выдвинулся вперед, чтобы заблокировать зеленую полоску, а сам он размылся, намереваясь переместиться на 10 метров в сторону. Но по дороге он услышал раскат грома рядом с собой. Нехорошо. Сердце демона дрогнуло. Прежде чем он смог принять меры, Хань Ли появился в искре серебряной молнии. Он взмахнул рукавом и выпустил десятки маленьких золотых мечей и фиолетового водяного дракона в демона. Хань Ли выбрал идеальное время для атаки. У демона не было ни малейшего шанса увернуться. В итоге демон повернулся в направлении Хань Ли. Затем он открыл рот и выпустил черную ударную волну. Две дьявольские руки расплывались, поднимая его черные клинки, чтобы встретить атаку Хань Ли. Но когда дьявол меньше всего этого ожидал, маленький черный кинжал появился в том месте, где он первоначально стоял, и исчез из виду. Глава 1047. Восстановление меча. Все внимание высшего демона было сосредоточено на Хань Ли, поэтому он не заметил черный кинжал. К тому времени, когда он обнаружил это, было уже слишком поздно. Красная линия мелькнула на шее высшего демона, а его последняя оставшаяся голова была начисто отрублена. Хань Ли обрадовался, но прежде чем он успел отпраздновать, обезглавленный высший демон поднял две сабли и качнулся, метнув их в Хань Ли. Вскоре обезглавленное тело высшего демона рассыпалось на плотные облака дьявольской ци. Хань Ли был удивлен, но не собирался позволить своей жертве сбежать. Без колебаний он сжал руки в жесте заклинания и взорвал фиолетового пламенного дракона, которого он выпустил ранее. Пылающие фиолетовые угольки разлетелись по площади на 30 метров, как падающий дождь. Несколько десятков маленьких золотых мечей рассекли две черные полосы и рассеяли их. Затем летающие мечи рассеялись во всех направлениях, и вскоре между ними вспыхнула золотая молния, образовав гигантскую сеть вокруг фиолетового пламени. Послышался мощный треск. Большинство дьявольской ци не смогло сдвинуться с места и замерло в огромном куске пурпурного льда. Оставшаяся черная ци была поймана сетью молнии, испарившей мощными вспышками молнии. При виде этого Хань сделал жест заклинания и торжественно произнес «взрыв». Бесчисленное количество тонких дуг золотой молнии обрушили на фиолетовый лед, как только сеть растворилась, полностью стерев с лица земли душу высшего демона, скрывающуюся внутри.
Несколько сокровищ выпали из угасшей дьявольской ци. Взглянув на эти предметы, глаза Хань Ли загорелись. Он щелкнул пальцем, и 2 дуги золотой молнии вылетели, мгновенно рассеяв черные нити, окружающие их. Это были 2 его облачных бамбуковых меча, которые Хань Ли потерял в долине падения демонов. Он обрадовался и быстро проверил их, послав мысленную команду. 2 клинка мгновенно взлетели в воздух и направились к нему в руку. Теперь его отпустило беспокойство, что мучило его разум долгое время. К счастью, ему нужно было лишь немного закалить их, прежде чем они вернутся в боевую форму, несмотря на то, что они так долго оставались запечатанными. В этот момент остальные безучастно смотрели, как Хань Ли убил высшего демона. Даже у его души не было шанса сбежать. Зрители невольно в ужасе переглянулись между собой. Его похожая на человекоподобная марионетка, однако, совершенно сбила их с толку. Они не знали, как Хань Ли призвал такого сильного культиватора. Они не замечали этого человека с тех пор, как прибыли сюда. Неужели его техники сокрытия были на том уровне, что он мог прятаться у всех на виду? С этой мыслью их сердца оказались в полнейшем смятении. Однако они не были обычными людьми и смогли быстро успокоиться. Вместо этого они молча стали наносить удары по барьеру, защищающему транспортную формацию. Серая стена изолировала формацию от мира, и вокруг нее было установлено несколько флагов формации. Было также установлено ограничение, запрещающее использование формации. Несколько атак просвистели в воздухе и рухнули. Духовный свет вспыхнул, сотрясая пространство грохотом. Вопреки их ожиданиям, барьер твердо противостоял их атакам. Будь то жестокие атаки демона или великого бессмертного Сюя, их удары вызвали лишь слабую рябь. Они наивно полагали, что они смогут немедленно покинуть это место после смерти высшего демона, но теперь их сердца напряглись. В частности, львиный ястреб в расстроенных чувствах скрежетал когтями. Затем со зловещим блеском в глазах он выпустил золотые ударные волны изо рта в сторону барьера, оставив глубокую трещину в барьере и явно подвергая его сильному напряжению. Разум великого бессмертного Сюя всколыхнулся при виде этого, и он приказал своему духовному павлину расправить крылья и атаковать барьер радужным светом. Сбоку Линь Инпин последовала их примеру и несколько раз выплеснул серебряный свет, нанося удар по тому же месту. Серебрянокрылый ночной змей сконденсировал бесчисленное количество призрачных демонических нитей в огромного питона, прибавив его к беспощадной атаке. Все они знали, что прорыв барьера — ключ к их побегу, поэтому все они не жалели сил на это. В мгновение удивительный духовный свет полностью окутал барьер. Наконец послышались трещины. К тому времени Хань Ли и Гуй Лин были в нескольких метрах от барьера. Человекоподобная марионетка исчезла из виду по пути. Хань Ли выглядел совершенно спокойным в момент своего прибытия, но его присутствие внушало страх другим. Как только он прибыл, флаги формации наконец взвелись и разделились надвое, разрушив барьер, окружающий транспортную формацию. Культиваторы сразу же безумно метнулись внутрь. Но до того, как кто-то действительно достиг формации, взорвалось несколько световых шаров, и культиваторы упали на землю. После этого остальные отступили, переглянувшись между собой. Великий бессмертный Сюй схватил лазурную жемчужину в руки и яростно уставился на Хань Ли. «Господин даосист Хань, что ты делаешь?» «Это я должен спросить вас об этом», — ответил Хань Ли с загадочной улыбкой. Перед ним было несколько золотых мечей, и он держал в руке грозный веер 3 огней. Серебрянокрылый ночной демон взмахнул крыльями и сказал холодным тоном: «Я буду первым, кто уйдет. Я не доверяю никому из вас, люди». «Ха-ха, это будет трудно», — улыбка Хань Ли исчезла, и он сказал ледяным тоном: «В этой маленькой формации одновременно могут перемещаться только 2 человека. Если формация будет разрушена с другой стороны, то куда нам идти?» С этими словами другие начали медленно окружать формацию. 3 стороны смотрели друг на друга в противостоянии. Когда они закончили окружать формацию, из дворца послышался сладкий голос: «Вы убили одного из моих собратьев прямо у меня на глазах. Даже не думайте о побеге». Несмотря на то, как далеко находился источник голоса, все могли ясно слышать ее холодный и яростный тон. В тот момент, когда ее подчиненный был убит, демонический предок Юань Ча почувствовала это. Используя почти половину силы черного ветра, женщине удалось полностью сокрушить формацию 9 реальностей подавления демона. Даже Кипригель 8 духов был совершенно неэффективен против этой мощи. Он вызвал 8 призраков духовных зверей, чтобы осадить ее, но сила флага черного ветра удерживала их. Женщина изначально планировала сначала разобраться с формацией, а затем починить Кипригель, но теперь, когда ее единственный подчиненный неожиданно погиб, ее гневу не было предела. Выражение лица женщины в черном стало ледяным, и она выплюнула в воздух несколько алых флагов.
После этого она щелкнула пальцами и поразила их всех заклинаниями. Слепящий свет вспыхнул на поверхности каждого флага, и они увеличились в размере до 30 метров в мгновение ак. По поверхности этих флагов бродили странные фиолетовые талисманные символы и черные ци. Как только флаги появились, ближайшие торнадо вздымались от мощи и закрутились в злобном вихре, медленно соскребая алтари, образующие формацию 9 реальностей подавления демона. Золотые световые клинки с энтузиазмом наносили удары по торнадо, но было ясно, что формация почти достигла своего предела. Когда женщина в черном приблизилась к дворцу, Кипригель Восьми Духов не смог проявить большую часть своей силы и мог атаковать ее только 8 призраками. Однако флаг черного ветра сбивал их, и их фигуры стали неустойчивыми. Сердца культиваторов и демонов затрепетали от внезапного и сильного ветра, последовавшего за угрозой женщины в черном. Затем все три стороны переглянулись между собой, опасаясь, что одна из сторон первой войдет в формацию. С грохотом со стороны дворца и темными облаками, блокирующими небо, дюжина черных торнадо сошлась воедино, заставив сам воздух дрожать. Хань Ли почувствовал сильный страх перед этим и сразу сказал: «Пусть первыми телепортируются госпожа Гуй и госпожа Лин». Гуй Лин — мой духовный зверь и старая подруга серебрянокрылого ночного демона и львиного ястреба. Господин да ассист Сюй злодея и должен чувствовать себя лучше, если госпожа Лин телепортируется первой. Для второй группы — львиный ястреб и господин да ассист Сюй, а затем, наконец, я телепортируюсь вместе с ночным демоном. Давайте поторопимся, иначе мы все умрем. Великий бессмертный Сюй и другие также почувствовали, что смерть прямо у них за спиной. Но даже в этом случае у них были опасения по поводу плана, однако лучшего варианта у них не было, а дальше тянуть с телепортацией они не могли. Переглянувшись между собой, они кивнули. Гуй Лин немедленно последовал приказу Хань Ли и встала на формацию вместе с Лин Инпин. Но без ведома кого-либо, как только те двое вошли, формация засветилась белым светом, и внутри появился силуэт. Остальные были полностью сбиты с толку. В этот момент раздался холодный голос женщины в черном халате: «Первичный хаос, разорви небеса». Столб черного света вспыхнул вдалеке, но вскоре он внезапно остановился в воздухе и расколол небо на две части. Одна половина была полностью прозрачной и сияла солнечным светом. Другая была окутана черной завесой и вскоре покрыла все небо. Почти мгновенно она распространилась над Хань Ли и остальными. Глава 1048. Конфликт. Прежде чем кто-то смог среагировать, женщина в черном холодно рассмеялась. Яркий столб света вдали исчез, и теперь все стало погружаться во тьму. Этот демонический предок Юаньча фактически использовала пространственные способности флага черного ветрового, чтобы изолировать их. Лица великого бессмертного Сюя и других исказились от ужаса. «Бежим!» «А где тот человек, который только что прибыл?» «Формация не работает. Мы не можем сбежать!» Послышались яростные голоса один за другим. Началась паника. Хань Ли почувствовал, как его сердце ушло в пятки. Он также потерял из виду человека, который только что использовал телепортацию. Он не успел разглядеть его, однако сейчас были дела поважнее. Он расплылся и снова появился перед транспортной формацией. Лин Инпин и Гуй Лин стояли впереди и тревожно взглянули на него. «Дайте мне посмотреть!» Угрюмо крикнул Хань Ли. Затем он поднял руку и ударил по краю формации заклинанием. Она слабо загорелась, но другой реакции не было. Выражение его лица стало мрачным. В этот момент великий бессмертный Сюй и серебрянокрылый ночной демон прилетели к нему, но они были незнакомы с работой транспортных формаций. Ночной демон при виде угрюмого выражения лица Хань Ли спросил: «Что-то не так с формацией?» «С формацией все в порядке, это флаг черного ветра блокирует нас. Пока печать не исчезнет, мы не сможем выбраться отсюда. Как именно мы можем справиться с этим? Ты хочешь, чтобы мы убили этого демонического предка Юаньча? Если бы у нас были такие способности, стали бы мы пытаться бежать отсюда?» Закричал ночной демон. Хань Ли посмотрел на него в ответ и сказал прямо: «А чего ты у меня об этом спрашиваешь? Тебе лучше держать свои жалобы при себе». К счастью, демон в настоящее время занят человеком во дворце. Теперь, когда она поймала нас в ловушку, она не будет обращать на нас внимание в течение некоторого времени. Лучше потратить это время на то, чтобы придумать новый план. Ночной демон разозлился, но вскоре что-то пришло в голову, и он подавил свой гнев, злобно фыркнув. Затем он стал блуждать глазами, о чем-то размышляя. Великий бессмертный Сюй тоже погрузился в свои мысли. Лин Инпин и Гуй Лин обе нахмурились, разочарованные тем, что не смогли уйти.
Пока Ханьли и другие оказались беспомощными перед лицом кризиса, за пределами формации, женщина в черном окутала себя черным торнадо и посмотрела на огромный флаг с злобной ухмылкой. Помимо нескольких торнадо рядом с ней, сильные ветры постепенно начали стихать, делая разрушения видимыми. Несмотря на сохранение пространственной печати, использованной способностью флага черного ветра, формация 9 реальностей подавления демона была полностью уничтожена, и теперь женщине в черном противостоял только Кипригель 8 духов без хозяина. Хотя он был невероятно мощным, он не мог управлять своими собственными способностями, используя свой собственный интеллект. С этой мыслью она начала оглядываться по сторонам. Призрачные звери Кипригеля 8 духов непрерывно рассеивались под натиском торнадо, но восстанавливались через мгновение. Хотя призрачные звери не могли добраться до нее, она не смела выходить из-под защиты ветра. Женщина в черном перевела взгляд на человека, плывущего над дворцом, эксцентрика с большой головой. С тех пор, как началась битва, он оставался совершенно неподвижным. Хотя зловещие ветры, вызванные флагом черного ветра, были грозными, он был в полной безопасности в центре дворца. Странный восторг вспыхнул в ее глазах, и она сказала: «Господин Даосист Е, забери Кипригель 8 духов. Не беспокойся, я присмотрю за тобой и не позволю Лун Мэн напасть на тебя». Услышав это, на лице эксцентрика отразилась нерешительность. «Что, ты боишься, что я не защищу тебя?» Женщина в черном усмехнулась и откинула волосы с лица. Затем она подняла руку в направлении культиваторов клана Е вдалеке. Эти культиваторы сопровождали иллюзорного двойника великого старейшины. Увидев действия женщины в черном, они очень испугались. Она просто щелкнула пальцем по ним, словно прочищая воздух. Культиваторы были сбиты с толку, и эксцентрик с большой головой тоже. Затем прозвучало несколько приглушенных звуков. Маленький кровавый цветок появился на лбу даосской монахини и старика рядом с ней, их пустые тела быстро упали на землю. Сокровища и свет, защищающие их, были совершенно неэффективны. Костяной браслет мужчины среднего возраста с квадратным лицом ярко сверкал перед ним и заблокировал атаку полупрозрачной жемчужины. Драгоценный камень был размером с большой палец и взорвался после блокировки. Мираж великого старшины клана, я ударил себя по лбу, и жемчужина исчезла без следа. Ой. Повязка сияющей луны. Нет, точная копия. Удивленно пробормотала женщина в черном. Священный предок, что ты делаешь? На лице эксцентрика стало мрачное выражение. Что? Раз ты мне не доверяешь, я решила продемонстрировать тебе мои способности. Она бросила на него взгляд и небрежно спросила: неужели у тебя все еще есть отношения с этими людьми? Эксцентрик фыркнул и почувствовал некоторое раздражение, но не ответил. Вместо этого он с недоумением посмотрел на мираж великого старейшины клана Е. В то же самое время 2 трупа культиватора клана Е взорвались, и 2 зарождающиеся души вылетели к культиватору с квадратным лицом в панике. С ледяным выражением лица мужчина с квадратным лицом ненадолго убрал костяной браслет и позволил 2 зарождающимся душам войти в его рукав, а затем снова отступил. Когда это произошло, он уставился на женщину в черном, опасаясь, что она нападет на него. Чувствуя ниже своего достоинства, начать новую атаку и полагая, что она уже продемонстрировала силу своих способностей эксцентрику, она больше не обращала внимания на культиватора с квадратным лицом. Вместо этого она повернулась к эксцентрику и сказала: «Если ты поможешь мне забрать Кипригель 8 духов, я буду считать твою задачу выполненной. После того, как мне удастся сбежать, я наполню твое тело дьявольской ци и продлю твою жизнь. Пока я буду разбираться с тем демоном, тебе не нужно будет в этом участвовать. Неужели ты не сможешь выполнить такую простую задачу?» Сказав это, лицо женщины в черном стало ледяным, а ее черно-белые глаза стали кроваво-красными. Эксцентрик изменился в лице. Услышав недовольный тон Юаньча, он понял, что ему придется пойти на этот риск. Стиснув зубы, он полетел в направлении Кипригеля 8 духов. Когда эксцентрик двинулся вперед, из дворца внизу послышалось холодное фырканье. Внезапно пространство над ним стало искажаться, и тут же появился 30-метровый кулак, обрушившийся на него, как падающая гора. Огромный кулак нес в себе плотное духовное давление и глубоко шокировал его. Он сразу же хотел отступить, но в этот момент женщина в черном усмехнулась и взмахнула рукой в направлении дворца. Раздался огромный взрыв, за которым последовал выстрел в сторону. Затем он рассеялся на блике белого света. Эксцентрик почувствовал огромное облегчение и немедленно метнулся вперед к Кипригелю 8 духов в виде полоски желтого света. Очутившись в 30 метрах, он услышал еле слышный вздох. Вскоре после этого вспыхнул странный свет, за которым последовала полоска черно-красного меча, несущаяся к нему. Черный кровавый клинок.
В ужасе закричал эксцентрик. Он мгновенно выплюнул один из своих маленьких желтых мечей и увеличил его до 3 метров в длину. Меч закружил в воздухе, образуя слои изображений мечей вокруг себя. Затем эксцентрик щелкнул рукой, чтобы достать маленькую белую бутылку, и указал в направлении клинка. Из бутылки вырвался туман белого света и рассеялся, чтобы заблокировать атаку. В момент столкновения черно-красный клинок слегка дрогнул, а прежде чем врезаться в туман. Вскоре свет засиял ярче и, расширившись на 10 метров в длину, обрушился на эксцентрика. На лице эксцентрика появилось испуганное выражение. Мгновенно он сделал жест заклинания и заставил огромный желтый меч заблокировать атаку. В это же время он выпустил вилы из рукава и метнул их в виде полоски серебряного света. Черно-красный клинок обрушился на мечи, остановившись на мгновение. Затем раздался низкий гул, и мечи разорвало на части, как бумага. В следующее мгновение клинок метнулся к огромному желтому мечу. Оружие взвизгнуло, и его лезвие начало трескаться от удара. Лицо эксцентрика побледнело, и он выплюнул глоток черной крови на меч. К счастью, летающие вилы, которые он выпустил ранее, быстро помогли огромному мечу заблокировать атаку клинка. Но, несмотря на это, эти два сокровища не смогли продержаться под натиском этого луча света намного дольше. Все тело эксцентрика вспыхнуло светом, когда он готовился метнуться прочь. Женщина в черном при виде этого изменилась в лице и небрежно щелкнула пальцем в направлении дворца. Раздалось приглушенное фырканье, и слабый белый силуэт дрогнул. Это был ученый в белом халате, великий старейшина клана Е, который ранее исчез. Однако у него было невыразительное лицо, а в груди была маленькая дыра. Она была расположена прямо над сердцем, но не кровоточила. Глава 1049. Пожирающие зарождающихся душ. Когда великий старейшина клана Е был вынужден появиться, черно-красный световой клинок ослабился. Вспыхнув светом, он потускнел и стал слабее, что позволило эксцентрику с большой головой заблокировать клинок с помощью огромного меча и серебряных вил. Воспользовавшись этой возможностью, он покинул диапазон атаки клинка. Не обращая внимания на рану на груди, он посмотрел на эксцентрика и строго сказал: «Куда, ты думаешь, что ты делаешь?» Черный кровавый клинок — это наследие клана Е, использовавшееся для казни предателей. Поскольку ты вступил в сговор с этим демоном и покинул наш клан, не вини меня за безжалостность. Эксцентрик, услышав слова старейшины, несколько раз изменился в лице, а затем просто усмехнулся. Он, казалось, не принимал его слова близко к сердцу. В напряженном хмуром взгляде ученого была видна обида. Явная враждебность его внешности резко контрастировала с его изначально элегантным характером. Женщина в черном несколько удивилась, увидев, что ее предыдущая атака не убила мужчину. Теперь, зная местоположение ученого, она нахмурилась и взмахнула рукавом. Она сделала это, не прилагая никаких усилий. Внезапно в воздухе послышался треск. 5 кристаллических лучей длиной в полфута вырвались из ее руки и метнулись в ученого на огромной скорости. Великий старейшина кланов Е прищурился, но, как ни странно, он не пытался увернуться. Вместо этого он выплюнул огненно-красный диск, который сделал круг в воздухе и окутал его красным светом. 5 световых полос были перехвачены большой белой рукой, которая возникла перед ним почти мгновенно, рассеяв полосы. Женщина в черном с торжественным выражением лица наблюдала за происходящим. Внезапно из дворца послышался холодный смех Лунмен. «Юань-Ча, если ты можешь заключать союзы с людьми, то и я могу. Думаешь, что сможешь так легко разрушить ограничения Кипригеля 8 духов? Я хочу увидеть те демонические способности, которые доминировали в мире смертных в прошлом. Разве они способны устоять против одного Кипригеля с буддийским элементом? И даже если тебе как-то удастся это сделать, у меня все еще есть немного остаточной дьявольской ци, которую я могу использовать». Лицо женщины в черном стало мрачным от ее насмешки, но ее взгляд похолодел. «Неважно, сколько у тебя дьявольской ци, ты все еще душа без тела. Моя победа почти гарантирована. Из-за множества духовных лекарств на этой горе использование силы не имеет никакого значения». Духовное лекарство. Голос Лунмен замер, а затем ее голос изменился. «Высший демон, ты думаешь?» Прежде чем она успела закончить, женщина странно улыбнулась и ударила зеленой печатью заклинаний по флагу черного ветра. Флаг затрепетал, а его кончики вспыхнул яркий черный свет, постепенно распространившийся по его поверхности. Столб ветра вырвался из флага и бесследно исчез. Мгновение спустя он появился перед культиватором с квадратным лицом. Частицы черного света рассыпались вокруг, и столб ветра мгновенно поглотил его, застигнув культиватора врасплох. Столб ветра громко взвыл, выпустив бесчисленное количество клинков черного ветра, яростно рубя все вокруг.
Человек с квадратным лицом был встревожен засадой и начал неистово вливать духовную силу в костяной браслет. Костяной браслет быстро покрыл его слоем ослепительно-желтого света, но атак было слишком много, и все они, казалось, обладали странными способностями. В момент удара о световой барьер ветреные клинки исчезали, но на барьере тут же появлялись отверстия размером с ладонь, одно за другим, пока щит полностью не исчез. На фоне таких странных атак прочный световой барьер полностью рассеялся. На лице мужчины появилось выражение глубокого недоверия, поскольку черная буря только усиливалась. Костяной браслет попытался сохранить свой защитный барьер от бесконечной орды атак, но в итоге браслет начал трескаться. Культиватор с квадратным лицом совершенно побледнел, но затем, стиснув зубы, выплюнул лазурный меч. Запрыгнув на него, культиватор бросился прочь. Браслет остался позади, поскольку он явно был на грани разрушения. Он понимал, что если останется стоять на месте, ему конец, поэтому он решил рискнуть. Нет, при виде этого старейшина клана я закричал в панике, но было уже слишком поздно. Как только человек вошел в черную бурю, лазурный свет, защищавший его, вспыхнул и разорвался, странно вскрикнув. Его тело было немедленно разорвано в клочья. Как только кусочки тела рассеялись по ветру, на их месте показалось 3 разноцветных световых шара, зарождающиеся души размером с дюйм. Все трое объединились и улетели в одном направлении, опасаясь за свою жизнь. Однако ветер окружил их, и они не смогли сбежать. Как только клинки собирались разорвать их на части, черный столб вспыхнул ярким светом, и черные лезвия внезапно остановились. 3 зарождающиеся души немедленно порадовались этому и возобновили попытку к бегству, но женщина в черном лишь усмехнулась при виде этого. Она щелкнула пальцами и медленно дотянулась до порывов ветра. Белый свет внезапно загорелся вокруг зарождающихся душ и затвердел, лишая их возможности двигаться. В то же время вокруг них собралось множество пятен черного света, полностью превратив их в 3 черных маленьких шара. Сделав жест заклинания руками, женщина в черном начала петь загадочное слово. Вспыхнул черный свет, и шары исчезли без следа. Мгновение спустя они фантастическим образом появились перед ней. «Демон, хватит, что ты делаешь?» Великий старейшина клана при виде этого быстро указал на черный кровавый клинок и тут же направился к ней. «Уже слишком поздно», — произнесла Лун Мэн. Не успела она это сказать, как из глаз женщины вспыхнул багровый свет, и она поглотила зарождающиеся души в той же волне света. С испугом на лицах тела зарождающиеся души быстро сжались. В мгновение эйка свет пронесся обратно в рот женщины. Эти действия оказались довольно сложными, но были выполнены с невероятной легкостью. Лицо ученого стало совсем бледным. Яркий свет черного кровавого клинка теперь слегка дрожал. Вскоре великому старейшине удалось подавить ярость и вернуть клинок в норму. «Что делает старшая Лун Мэн?» Резко вскрикнул ученый. «Вы же могли спасти моих членов клана с помощью ваших способностей. Неужели ваше предложение о создании альянса было только пустыми словами?» Лун Мэн холодно фыркнула. «Почему я должна была спасать культиваторов на средней стадии зарождающейся души?» Хотя на них была копия духовного сокровища, его сила была жалкой и не могла даже создать 10-ю часть оригинала. И не заблуждайся на этот счет, я заключала союз только с тобой, а не с твоим кланом. Однако, разве вы не боитесь, что демон восстановит свою силу, поглотив зарождающиеся души? Продолжил ученый с неприглядным выражением лица. Да что ты знаешь? Пожирание зарождающихся душ временно повысит ее магическую силу, но ей нужно будет потратить большое количество дьявольской ци, чтобы усвоить их. Похоже, она планирует использовать способности моего тела вместо своих собственных. Разве я ошибаюсь, Юань-ча? Абсолютно. Ты из всех людей должна лучше знать великую силу своего тела. Сначала я думал о том, чтобы сохранить немного сил, чтобы разрушить ограничение Кипригеля 8 духов, но это заняло бы слишком много времени. Чтобы избежать чего-то неожиданного, я буду использовать твои способности на поздней стадии божественной трансформации и сделаю все возможное, чтобы уничтожить вас всех. Юань-ча вздохнула и сделала жест заклинания. Вокруг нее взвился серебряный свет и окутал ее, превратившись в маленькое серебристое солнце. В этом свете послышался волчий вой, и вскоре после этого на мир обрушилось удивительное давление. Под действием этого внезапного давления весь мир задрожал так, словно вот-вот треснет. Затем серебряный свет стал пульсировать и дико расширяться, вскоре исчезнув, обнажив огромного двуглавого волка размером с гору. У него было 2 головы, серебряная голова с закрытыми глазами и черная голова со стиснутыми зубами, в глазах которой была ярость. Когти волка казались невероятно острыми, а обе его головы были размером с маленькие здания. Но огромный вес и духовное давление заставили всех, кто взглянул на нее, почувствовать, как у них остыла кровь в венах.
Глава 1050. Второе появление кровавого клинка. Как только появился огромный волк, Хань Ли и другие окружили силуэт, светящийся красным светом. Все четверо смотрели на человека с нескрываемой враждебностью. Серебрянокрылый ночной демон и львиный ястреб наблюдали издалека, не желая вмешиваться. «Господа даосисты, почему вы окружили меня? Разве я что-то сделал, чтобы вас оскорбить?» Силуэт был человек лет 50 с миловидной внешностью, мастер рассеянного ветра. Он взглядом окинул всех присутствующих культиваторов, которые окружили его. «Почему ты действуешь скрытно с тех пор, как прибыл сюда? Если у тебя нет злых помыслов, ты должен был придумать другой способ», — сказал великий бессмертный Сюй. «Господин даосист, должно быть, шутит. Я уже рисковал прийти сюда, зная, что здесь столько экспертов. Поскольку я не знаю, кто из вас дружелюбный, естественно, быть осторожным», — прокомментировал мастер рассеянного ветра. «Вот как? Тогда почему ты прятался рядом со мной? Твоя техника перемещения действительно уникальна. Если бы не свет духовного павлина, который окутал тебя, ты бы остался незамеченным», — Лин Импин подняла бровь с неприглядным выражением на лице. «Ты ошибаешься, это мастер рассеянного ветра», улыбнулся и собирался придумать новое объяснение, но Хань Ли перебил его холодным голосом. «До того, как я вошел в пагоду, не ты ли напал на меня? Я видел тебя сзади, когда ты улетал. Кроме того, злая кровавая ци этого порочного клинка присутствует на твоем теле. Очевидно, он поглотил многих культиваторов зарождающейся души. По дороге я видел всех, кто пришел с тобой. Все они были мертвые». Хехи, великий бессмертный Сюй и Лин Импин почувствовали, как их сердца задрожали. Улыбка застыла на лице мастера рассеянного ветра, и он тут же покачал головой, опровергнув: «Господин даосист Хань, не шути так. На мне нет кровавой ци. Зачем бродячему культиватору небесное сокровище, которое может убить культиваторов своего ранга? Как ты можешь обвинять меня так небрежно без каких-либо доказательств?» «Доказательства? Как смешно. Разве этих трупов недостаточно?» Выражение лица Хань Ли стало мрачным, а голос — резким. Затем он выплюнул дюймовый золотой клинок, нападая на мастера рассеянного ветра. Великий бессмертный Сюй и Лин Импин переглянулись между собой, не собираясь останавливать Хань Ли. «Пощадите, пожалуйста. Это недоразумение». Мастер рассеянного ветра встревожился и непрерывно пытался оправдаться, вызвав свой синий летающий меч по взмаху рукава, чтобы заблокировать атаку Хань Ли. Два оружия затрепетали в момент столкновения, наполнив пространство яркими вспышками света, сотрясая воздух. Хань Ли усмехнулся. Он сделал жест заклинания руками, и его меч вспыхнул золотым светом. Синий клинок взвизгнул, упав на землю осколками. В испуге мастер рассеянного ветра поднял руку и вызвал перед собой лазурный щит, но щит тоже был уничтожен светом меча Хань Ли без какого-либо сопротивления. Даже великий бессмертный Сюй нахмурился, увидев силу меча. В конце концов, золотая эссенция редко встречалась в этом мире. Невероятно острый меч Хань Ли насторожил всех присутствующих. В этот момент полоска золотого света воспользовалась возможностью и атаковала голову культиватора. Выражение лица мастера рассеянного ветра дрогнуло, и из его тела внезапно вспыхнул белый свет. Но в следующее мгновение Гуйлин преградила ему путь к отступлению в черно-белой вспышке света, к тревоге мастера рассеянного ветра. Ему не оставалось ничего другого, кроме как развернуться и сменить направление. Как ни странно, бессмертный Сюй также помог преградить ему путь, заставив мастера рассеянного ветра остановиться. После короткой задержки золотой свет пронесся над его головой и загудел, распадаясь на идентичные копии. Мастер рассеянного ветра обнаружил, что было слишком поздно уворачиваться, и его лицо исказилось от ярости. Взмахнув рукавом, темно-красный свет вспыхнул и атаковал золотые мечи, рассеяв их и отбросив оригинальный меч на 10 метров. Багровый свет дрогнул и быстро размножился, прежде чем броситься в погоню. Багровый свет с лязгом стал окружать золотой меч, наполняя воздух кровавым зловонием. Даже такие опытные культиваторы находили запах крови очень неприятным. Хань Ли слегка прищурился, но выражение его лица оставалось спокойным, словно он совершенно не волновался о своем мече. Великий бессмертный Сюй удивленно посмотрел на Хань Ли. Разве это не его магическое сокровище, связанное с душой? Мастер рассеянного ветра также почувствовал что-то неладное и указал в воздух с угрюмым выражением. Багровый свет отступил и сделал круг вокруг его головы, обнажая клинок длиной в полфута. Клинок был алого цвета, и слабый кровавый туман окутывал его. «Значит, это был ты?» Хань Ли осмотрел короткий клинок и спросил: «Это точная копия дьявольского драконьего клинка, не так ли?» Когда Хань Ли упомянул название дьявольского драконьего клинка, остальные были потрясены.
Даже демоны невольно уставились на клинок с нескрываемым удивлением. Мастер рассеянного ветра в этот момент взглянул на золотой меч Ханьли с удивлением, очевидно, не собираясь отвечать на его вопрос. Хотя меч Ханьли подвергся такому количеству ударов, на его поверхности не было ни единого следа, к большому изумлению мастера рассеянного ветра. Хватит попусту болтать. Мой летающий меч совершенно особенный. Даже если бы твой клинок был сильнее, уничтожить его было бы невозможной задачей. Ханьли слегка улыбнулся и поднял руку в воздухе, приманив меч к себе. Ты не собираешься меня убивать. Мастер рассеянного ветра был совершенно сбит с толку при виде этого. Убивать тебя. Зачем мне это делать? Ханьли мрачно улыбнулся. Ты не убил никого, с кем бы я был близок, и я не собираюсь мстить за других. Если ты действительно не тот человек, кого я подозреваю, в этом нет никакого смысла. Скорее, поскольку ты обладаете таким могущественным сокровищем, мы можем объединить наши силы. Значит, господин Даосист Хань, начал великий бессмертный Сюй, догадываясь о намерениях Ханьли. Если мы хотим сбежать отсюда, у нас нет другого выбора, кроме как полагаться на грубую силу, угрюмо сказал Ханьли. Хотя флаг Черного ветра является настоящим божественным духовным сокровищем, демонический предок не способен использовать его способности в полную силу. Если мы силой нападаем на одну точку в печати, у нас будет возможность разбить ее. После того, как он пережил ловушку в духовном эфирном саду после событий долины падения демонов, он уже имел представление о такой ситуации. Однако, его предложение сработало бы, только если бы он смог найти слабое место, но с другой стороны, он был пойман в ловушку со столькими культиваторами зарождающейся души. Объединив усилия, у них был шанс сломать печать без поиска слабого места. После минутного размышления великий бессмертный Сюй сказал: слова господина Ханя разумны. Что думает ночной демон? Серебрянокрылый ночной демон какое-то время смотрел на мастера рассеянного ветра, и в его глазах появилось странное выражение. Клинок этого культиватора выглядит довольно мощным. Если он сможет освободить нас отсюда, то давайте хотя бы попробуем. Ханьли слегка кивнул и повернулся к мастеру рассеянного ветра. Ты нас слышал, но твоего мнения по этому поводу мы до сих пор не слышали. Если ты решишь помочь нам снять печать, то так ты поможешь и себе. Разумеется, если ты только не хочешь, чтобы демон проглотил твою зарождающуюся душу. Выражение лица мастера рассеянного ветра оставалось спокойным, но его глаза зашевелились, пока он обдумал предложение Ханьли. В конце концов мастер рассеянного ветра спросил: когда мы покинем это место, мы пойдем своим путем, верно? Ты не станешь использовать эту возможность, чтобы свести счета. Великий бессмертный Сюй холодно фыркнул и сказал с презрением: в прошлом мы много страдали от праведного «да». Если ты не собираешься действовать против нас, кто станет тебя беспокоить? Мастер рассеянного ветра согласен. Если бы эти ребята из секты высшего процветания были здесь, я бы колебался, но сейчас у меня нет причин отказываться. Ханьли был несколько удивлен, что они так быстро пришли к соглашению. Затем они оперативно обсудили свой план действий. Чтобы уничтожить печать, что поймала их в ловушку, им нужно будет создавать наибольшую силу атаки, но это не означало одновременную атаку. В конце концов, у них были различные типы атак, и это могло привести к противоположному результату. В процессе обсуждения бессмертный Сюй повернулся к Хань Ли и сказал: господин Даосист Хань, я помню, что у тебя есть тайный союзник, спрятанный поблизости. Разве ты не хочешь, чтобы он присоединился к нашим переговорам? Его летающая сабля довольно мощная. Ночной демона и другие повернулись к Ханьли. Ханьли внутренне проклял этого умного бессмертного Сюя, но, сохраняя спокойствие, ответил: не волнуйтесь. Он действительно поможет нам. Слишком поздно звать его. Из-за его техник ему неудобно появляться. Великий бессмертный Сюй был недоволен его ответом, но после того, как он увидел, как Ханьли уничтожает двуглавого высшего демона своими странными способностями, он не осмелился продолжать эту тему. Он только недовольно фыркнул и отбросил этот вопрос в сторону. Мастер рассеянного ветра хихикнул, согласившись с планом. Но когда он увидел, что у Ханьли и великого бессмертного Сюй было много разногласий, холодный блеск засиял в его глазах. В этот момент выражение его лица слегка изменилось, а затем он медленно опустил голову, скрывая лицо, словно размышлял о чем-то. По правде говоря, губы мастера рассеянного ветра слегка шевелились, посылая голосовые сообщения другому присутствующему человеку. Через мгновение он поднял голову к небу и улыбнулся, но никто, казалось, не заметил. Затем он протянул руку вперед и вырастил из нее плотный белый мех длиной в несколько дюймов, но каждая ворсинка на самом деле была твердой, как игла.